В этом фильме я расскажу о подводной охоте у берегов Майами. Мой друг Сергей, житель Майами и подводный охотник с 30-летним стажем, указал мне место, где можно поохотиться. Взяв с собой ружье, буй и кулер и отплыв от берега 300-350 метров, я вышел на заданную точку. Оглядевшись вокруг и сверив ориентиры, я стал потихоньку разныриваться. Здесь на глубине 7 метров на песчаном грунте расположены большие камни, возле которых крутится много разной рыбы. Но, к большому сожалению, видимость в этот день была всего 3-4 метра. По местным меркам это очень мало. Обычно видимость составляет 10-15 метров. Но меня это не остановило. Вода была очень теплой, и я чувствовал себя комфортно. Буквально на втором нырке я встретил стайку снайперов. Выбрав самого крупного, я прицелился и выстрелил. Но, к сожалению, промазал. Стрела прошла выше. Продолжал потихоньку разныриваться, осматриваться, а главное наслаждаться подводным миром. У побережья Флориды существует около 200 видов рыб, которые можно ловить. И на каждый вид существует таблица по размеру, времени и количеству, регламентирующую их ловлю. В случае несоблюдения этих норм может привести к большим штрафам. А также существует большое количество видов рыб, которые стрелять нельзя вообще. Уже прошел час, проверяем батарейки на камере и продолжаем вновь. При моем погружении из камней на меня вышел небольшой джак. Резко разворачиваюсь и тщательно целюсь. Есть! В этот раз попал. Видеокамера на ружье, предоставленная сама себе, снимает, как я убираю рыбу в кулер, а также солнышко и проходящих стайку мимо рыб. Сейчас вам хорошо слышно, что океан имеет свои звуки. В данном случае напоминает шипение старого приемника.
Проверяя ориентиры, все на месте, можно продолжать. Вокруг меня крутятся стайки мелких рыб, ну а крупной нету. Сейчас могу уже уверенно сказать, что своими шумными действиями и лишними движениями всю достойную рыбу я распугал. Но продолжая обныривать данный участок, стал работать над увеличением задержки дыхания. А для себя я сделал вывод, что прежде чем подойти на точку, нужно в стороне хорошо-хорошо разныряться. И только потом, используя метод залежки, начинать подводную охоту.
Сегодня я установил свой новый рекорд. Минута 52. А 4 года назад, когда я только начинал заниматься подводной охотой, моя задержка дыхания под водой была 24 секунды. Подводя итог сегодняшнего дня, хочется сказать, что от подводной охоты получено большое удовольствие. Очень теплый океан, много разнообразной и красивой рыбы. Хорошо разнырялся и установил свой новый рекорд.